Всем привет! Сегодня мы протестируем блюдо Юго-Восточной Азии в Санкт-Петербурге – китайскую, тайскую и балийскую кухню. Ну что, поехали! Итак, мы приходим на самое первое место, где мы будем сегодня обедать. Это вот этот китайский ресторан, который называется Али. Самое интересное, что напротив него находится еще один китайский ресторан, который называется Кого. Мы там были, нам не очень понравилось меню, поэтому мы остановили свой выбор именно тут. В Петербурге у нас с Пашей есть любимое китайское кафе, куда приходят непосредственно жители Китая, кто живет тут и просто путешествует, и готовят тут тоже представители Китая. Когда мы бываем на Васильевском острове, мы каждый раз сюда заходим, уже, наверное, 3-й или 4-й год подряд. Этот год стал не исключением, поэтому быстренько покажем, какие тут бывают порции и что мы обычно берем. Начинаем мы именно с этого ресторана. Будем тестировать также и тайскую кухню, и индонезийскую, балийскую кухню, простонародье. Я заказала себе лагман, это такая лапша с говядиной и с овощами. А Паша себе заказал обычную курицу терияки, там очень большие порции. Ну и, конечно же, отдельно заказывается рис. Мы сейчас вам покажем. В китайских ресторанах, по крайней мере, именно в этом, достаточно большие порции. Поэтому, например, курица терияки, здесь хватит ее на двоих. Можно заказать дополнительно рис, лапшу и, соответственно, съесть прямо вместе. Либо заказать там сразу много всяких блюд и попробовать тоже все вместе. Курочка терияки просто невероятно мягкая. И соус, конечно же, очень-очень вкусный. Все с овощами и, как полагается, с рисом. Раньше об этом кафе мало кто знал, поэтому тут были не все места заняты. Сейчас о нем знают большее количество людей, и поэтому здесь практически все занято, особенно вечером, либо в выходные дни. Поэтому идеально сюда приходить в будни до 6 часов. И тогда вы тут более-менее в одиночестве насладитесь вкусной китайской едой. Причем, если раньше тут были в основном жители Китая, которые живут тут у нас в России, либо путешествуют, сидели в этом кафе, то сейчас тут достаточно много и русских. Рядом со столом можно увидеть вот такой вот водопад, довольно необычно. И смотрите, какая необычная роспись стен. Китайский дракон, как обычно они любят. Мое блюдо не шли немножко долго, поэтому компенсировали чаем. Посмотрите, какая огромная порция. Я одна точно такой не съем, поэтому Паше придется мне помогать. Здесь лапша, говядина и проростки вот эти вот пшеницы, насколько я помню, и какой-то очень вкусный соус. Сейчас попробую, вам расскажу. Блюдо на самом деле само по себе острое, но можно попросить, чтобы оно было не очень острым. Говядина здесь достаточно мягкая, что как бы редкость, потому что она обычно такая резиновая. В общем, я ставлю, наверное, 5 из 5 и, в принципе, рекомендую, поэтому можете заказывать это блюдо. Я ставлю и первому блюду 5 из 5, и второму блюду 5 из 5. Люблю китайскую кухню, но, к сожалению, в Питере не все китайские рестораны годны для того, чтобы кушать, потому что у меня есть опыт 10-летней давности, когда там очень сильно отравился и забыл китайскую кухню, наверное, лет на 5. И с Машей уже мы начали посещать последние 4-3 года разные китайские, вьетнамские рестораны. Потом уже убедился, что, оказывается, в Питере умеют готовить и довольно-таки вкусно. По идее, после первого блюда, которое было, я вам показал, какое большое, Маша съела, наверное, 1/3, но я уже наелся. Когда Маше принесли еще вот эту здоровенную тарелку, я уже не знаю, буду есть или нет. Можно даже 2 блюда заказывать на 3-4 человека, что делают всегда китайцы. У китайцев принято брать в большой компании 6-7 человек, каких-нибудь 4-5 блюд. И они всегда берут из расхода, что будут есть все остальные. Не бывает такое, что один человек берет одно блюдо, второй человек берет второе блюдо, потому что китайцы любят брать со всех сразу 4-5 блюд по чуть-чуть, и таким образом они и наедаются. Мы пока еще с Машей к этому не привыкли. Берем каждый для себя и объедаемся просто нереально. И все-таки в китайские рестораны надо ходить втроем или вчетвером. Это намного бюджетнее и практичнее. Случилось то, что мы и прогнозировали. Мы взяли с собой, потому что больше половины Маша не смогла доесть. И по цене получается так, что мое блюдо стоило 568, Машина 360, и рис 60 рублей.
На двоих 1000 рублей, плюс еще домой взяли на еще один раз поесть. Это вполне очень даже неплохо. Как считаете? Пишите в комментариях. Все, мы покушали. Внизу я обязательно оставлю все координаты кафешек, где мы были. Вы нас просите, и мы это делаем. Ну что, сейчас мы отправляемся в наше следующее место. Поехали! Мы уже сделали заказ, и во многих торговых центрах есть вот такой вот фудкорт, не такой, как был раньше, знаете, там KFC, Макдональдс, Бургер Кинг и прочее такой самый дешевый фастфуд, а уже сделали вот азиатское, видите, китайская кухня, мы тут уже с Машей что-то пробовали, очень даже нам понравилось, есть восточные кухни и, конечно же, есть тайские кухни, именно там мы уже сделали заказ. Йода Экспресс ни разу тут не ели, вот сегодня попробуем. Именно тайскую еду мы будем пробовать тут. Маша будет, скорее всего, пад-тай, потому что мы его ели иногда по 2 раза в день, а я буду, скорее всего, уже том-ха, потому что я его большой ценитель. Я его ел раз в неделю точно, поэтому я точно скажу, то это или нет. Видите, тут тайфуд, такие вот пальмы, прям красиво все оформлено. И внизу написано «Санук Сабай Суай». Это что можно значит? Просто комфортно, удобно. Просто удобно, комфортно. Да, ну и как видите, цены уже чуть-чуть отличаются от тех, которые были в Таиланде. Но будем надеяться, что вкус нет. Нам приготовили. Посмотрите, какие огромные порции, какой большой чан. Ну, вот моя рука, то есть полностью закрывает. И большой чан Машин. Также дали, смотрите, такую небольшую порцию риса, как обычно делают в Таиланде. Даже вон перчик положили. Маша уже накинулась, потому что мы голодные, давно не ели. Специально, чтобы прям вот вкусить то или нет. Поэтому мы сейчас попробуем и вам расскажем. Ну что, я попробовала уже пад-тай. Из ингредиентов здесь есть перчик, есть лайм. Что необычного, это петрушка, ее ты, конечно, не найдешь обычно. Вот у меня упала ростки пшеницы или чего-то там. Вот, курица здесь такая, достаточно крупными кусками, обычно они более мелко режут. И рисовая лапша, вроде бы по виду все похоже, но именно по вкусу вообще не похоже. Почему? Потому что именно в Таиланде делают все это с большим количеством специй и очень часто еще кладут туда глютамат натрия. Вот, возможно, именно поэтому там какой-то прям такой очень яркий вкус. А здесь он такое ощущение, как будто постный. Здесь как бы даже орешки вот вроде бы есть, но все равно вкус не тот. Поэтому пад-тай, скорее всего, можно вкусный поесть именно в Таиланде. Что же касается Пашиного блюда, я тоже его попробовала. И там, конечно, вкус очень-очень похож. Том-ха, на самом деле, мне кажется, очень редко можно приготовить неправильно, потому что там основа это кокосовое молоко. Вот. Но вот у него похоже. Поэтому я думаю, том-ям и том-ха тоже тут достаточно здорово пробовать. Но вот не пад-тай. Ну что, мы попробовали. Получается 50 на 50, потому что именно пад-тай, к которому у меня были большие ожидания. По виду он действительно один в один, как тайский пад-тай. Прям, ну, единственное, только петрушки там, конечно, нет. Но есть вот эти, именно эти проростки, они вот есть. И они вот один в один. Правда, в Тае они все как-то толще раза в 3, раза в 4. Но лапша, остальные ингредиенты очень похожи. По вкусу, к сожалению, нету вкуса пад-тая, потому что когда ешь настоящий тайский пад-тай, там целая гамма вкусов, там и соленая, сахарная, как Маша сказала, глютамат натрия, там все 5 вкусов. Но том-ха мне очень понравился. Маша сказала, что его трудно испортить. На самом деле мы как-то делали доставку. Одно из блюд было том-ха. Привезли вот в такой вот маленькой коробочке. Я так хотел уже попробовать что-то тайское, это было год назад. Я попробовал, было такое ощущение, бульон с селедкой, то есть вообще не том-ха. А это именно тот самый том-ха по вкусу. Конечно же, нет большого количества имбиря, вот прям с виду не так похож. Но по вкусу очень даже здорово. Были большие креветки, по вкусу они соответствовали тем креветкам, которые мы ели в Таиланде. Они были сочные и вкусные. У меня очень добротный, даже такой острый
Супчик попался. И видите, даже есть кольца кальмара. Причем они очень мягкие, не твердые. Даже в Таиланде иногда попадались твердые кольца кальмара, а тут они именно мягкие. Ну и перчика тут не пожалели, как в настоящем тайском блюде. Чувствуете, у меня аж чуть-чуть першит в горле, как часто было в Таиланде. А вот Маша сидит расстроенная, потому что ожидания у нее были намного выше, чем то, что она получила. Ну вот сейчас Маша расскажет свои ощущения. Я на самом деле надеялась, что мы сейчас окунемся полностью в атмосферу Таиланда, и для нас это в основном, когда мы едим пад-тай. Вот. Но, если честно, этого не случилось, потому что у пад-тая вкус совершенно не тот. Причем ингредиенты видно, что все абсолютно те, но вкус абсолютно не тот, потому что там не хватает чуть-чуть соевого соуса, не хватает чуть-чуть соли, не хватает чуть-чуть сахара. Вот прям вот четко этих ингредиентов не хватает. Вот добавить их, и уже будет совершенно другой вкус. Возможно, еще даже чуть-чуть перчика добавить. Единственное, что в пад-тае морковку я что-то не видела тоже в таком большом количестве. Вот, возможно, она тоже немножко подпортила вкус. А сейчас мы будем давать оценку нашим блюдам, как мы обычно делаем. Итак, Маш, какие оценки ты дашь своему блюду по 10-бальной шкале? Я бы поставила, наверное, 5, может быть, даже 4, потому что, ну, прям сильно не те специи. А томха? А тамха я строгую такую хорошую 9 поставлю. Не знаю, почему 9, может быть, даже 10. Самое интересное, что тут интерьер такой немного напоминает что-то такое зеленое, что-то азиатское. Да, вон сзади еще вьетнамская. Возможно, мы, кстати, ее попробуем. Правда, мы во Вьетнаме еще не были, поэтому это будет, скорее всего, не объективно. Но по своей оценке я все-таки сделаю небольшую скидку поварам. Почему? Потому что, возможно, они даже ни разу не были в Таиланде, потому что, судя по внешности, это ребята из ближнего зарубежья. Я Машиному пад-таю поставлю 4, потому что по виду то, по вкусу нет. Самое главное у нас вкус. Вкуса нету. Я такое ощущение, ем какое-то постное блюдо. А моему блюду я поставлю, наверное, 10, потому что, ну вот, убрать интерьер питерский, и это настоящий томха. Даже перчик такой хороший. Следующее наше место будет именно балийская кухня, потому что на Бали мы были уже 2 раза и на довольно продолжительное время там присутствовали. И как мы обычно делаем, мы всегда приезжаем в страну и пробуем именно местные блюда. Поэтому на Бали мы практически каждый день ели балийскую еду, и мы хотим ее попробовать и вам сказать, похоже на то, что будет или нет. Получается так, что мы заплатили за оба блюда 950 рублей. А пад-тай стоил 430 рублей, он с курицей. А томха с морепродуктами стоил 520 рублей. Самое интересное, что томха с курицей стоил всего 490 рублей. То есть 30 рублей доплачиваешь и получаешь намного лучше блюдо. Получается, за 2 блюда 950 рублей. В крайний день на Пхукете, когда мы уезжали, мы как раз ели пад-тай и томха. И, насколько помню, у нас обошлось это 130 бат. По тому курсу это было 200 рублей. То есть 1000 рублей и 200 рублей все-таки в 5 раз дороже. Да, ну, понятно почему, но учитывая, что 1000 рублей хотелось и получить вкус, соответствующий тому, что было в Таиланде, к сожалению, пад-тай не оправдал наши ожидания. Чтобы вы понимали, крайний как раз-таки раз на Патонге, там получается 2-я линия, мы поели, я сейчас прям перечислю даже что, там было 3 устрицы, кокосы, мороженое, 2 блюда и еще, по-моему, что-то. И это все вышло меньше, чем мы заплатили сейчас. Даже на каком-то самом супер дешевом, вроде бы с первого взгляда страшном рынке будет намного вкуснее. Все почему? Потому что там готовят тайцы. Да, и у них специально такая посуда, такие вот эти вот круглые чаны, они там вот обжаривают это, и там столько специй кладут. Это, конечно, вообще ни в какую сравнение не идет. Самое интересное, что именно во вьетнамской еде, мы сейчас слышали, что это вьетнамское, то, возможно, тут бы и был именно оригинал. Но мы там не были, мы не будем пробовать то, чего мы не знаем. Просто вам на будущее. Вдруг кто-то захочет вот в этом драконе поесть. И как раз таки, может быть, в предстоящей зимовке мы уже наконец заедем во Вьетнам, потому что около 3 зимовок получалось так, что мы планировали Вьетнам, одна из стран, куда мы обязательно приедем. То есть там Бали, Вьетнам, Камбоджа и так далее. Но в силу разных обстоятельств у нас это не всегда получалось, точнее, всегда не получалось. Именно во Вьетнам почему-то
не заехать, к сожалению. Поэтому очень надеемся, что с предстоящей нашей зимовки мы там останемся и покажем вам не только еду, но и в целом страну. Как вы считаете, нам нужно ехать во Вьетнам или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а сейчас мы с вами пойдем тестировать балийскую еду и, конечно же, расскажем вам, как она. Ну что, вот мы добрались до балийской кухни. Смотрите, какая красота. Это у нас что, Маш? Это наси горенг и мия горенг. Ну, типичные балийские блюда. Находясь на Бали, мы чаще всего кушали именно их. И сейчас мы их будем тестировать. То, что называется наси, это рис, а то, что называется мия, это лапша. На самом деле у них так и называются все блюда. Какой-нибудь наси горенг, наси кампур, мио горенг, мио кампур. Что могу сразу отметить, порции очень большие. И вот такие вот чипсы, конечно же, Рисовые тоже чипсы. рисовые чипсы. Они вместо хлеба его едят, хлеб у них там не распространен, поэтому всегда вот такие вот штучки делаются. И еще можно дополнительно вот такой большой пакет купить вот этих чипсов, он вообще недорогой, и можно как вместо чипсов есть. Они, кстати, очень вкусные. Все, сейчас будем тестировать. Как видите, мы находимся на 5-м этаже галереи. Торговый центр, самый популярный, можно сказать, в Питере. Самый многочисленный, наверное, по посещению. А тут довольно все так модно, молодежно, с музыкой, со своим диджеем, с различной кухней. Даже есть пиццерия, пиццу готовят, не знаю, итальянцы, нет, но вот таким вот загадочным способом. И различная кухня мира, абсолютно, наверное, каждая практически страна тут представлена. 42 кухни мира представлены, Маша вот подсказывает. На самом деле мы это место рекомендуем к посещению, потому что здесь огромное количество кухонь разных стран мира. И, соответственно, вы можете прийти сюда с компанией. Кто-то хочет одну кухню, кто-то хочет другую. И каждый для себя найдет обязательно что-то, что ему понравится, что ему подойдет. И вы можете за одним столом попробовать сразу же несколько вариантов кухонь. И тут на самом деле чуть-чуть побольше пространства, нежели чем в Сити-моле, где мы в прошлый раз были. И, конечно же, больше разнообразия кухонь. Я уже попробовала свое блюдо. Я как раз-таки выбрала с рисом. В принципе, достаточно похоже. Тут достаточно много специй. Есть яйцо, как всегда, вот эти вот чипсики. Ну, единственное, необычная петрушка. Помидорчиков они обычно так много не кладут. Лук, в принципе, все достаточно похоже, больше похоже, чем в предыдущем месте. Если рис, он есть везде, он, в принципе, практически одинаковый, ну, разве что какой-то такой особый, там, черный рис, бурый рис, конечно же, в Азии его больше, да, и он там более такой низкий по цене, чем в России. То про Пашино блюдо хочется добавить, что здесь лапша, она достаточно хорошего качества, то есть на Бали и, в принципе, в Таиланде такой обычно нету, потому что это видно, что лапша собственного приготовления, то есть такая качественная, хорошая и дорогая. А там обычно мия горенг как выглядит? Там лапша вот этого быстрого приготовления, как у нас типа роллтон и так далее. И они ее там очень быстро варят, там за 2 минуты, и прямо ее обжаривают. Поэтому, по сути, заказывая лапшу на Бали или в Таиланде, очень часто это бывает лапша именно быстрого приготовления, не самая качественная. У меня мия горенг, я очень даже доволен своим блюдом. Честно говоря, прям супер каким-то азиатским его нельзя сказать, потому что тут макароны, можно даже с таким же успехом назвать его итальянским блюдом. Даже в нашей кухне есть много всяких блюд с макаронами, поэтому так как я сильно ностальгировал, когда ел том ха, не получилось, потому что том ха, ну, это прям чисто тайское блюдо, его нельзя не спутать, поэтому тут прям ничего сверхъестественного нет, но тем не менее, конечно же, вкусно. Самое, что больше всего мне понравилось, это, конечно, креветки, потому что они тут немного такие, знаете, копченые. К сожалению, не сильно прям большие, но они прям вот копченые. Во рту прям лопаются, и это очень вкусно. В целом я доволен, но единственное, что отбрасывает назад и вспоминаешь, что ты кушаешь не на Бали, это, конечно, цена. И мия горенг, и наси горенг стоили по 470 рублей, это потому что у нас с креветками. Если бы было тофу или с курицей, по-моему, на 100, на 150 рублей. 420 и 390. Ну, на 100 рублей дешевле было бы. Но если уж такая небольшая разница, лучше уже брать сразу с креветками, чтобы полностью насладиться. Курицу мы и так едим практически каждый день, поэтому хочется попробовать что-то такое необычное. 2 блюда на двоих, 940 рублей, в принципе, как и тайские, 1000 рублей. Это, конечно же, в 5 раз дороже, чем
на Бали. Почему мы решили сделать такой необычный выпуск блюда Юго-Восточной Азии? Почему мы не показываем дальше Питер? Да потому что сейчас погода в Питере самая что ни на есть питерская. То есть это серость, это дождь, это сильнейший ветер. В таких условиях просто как-то, нету не то что настроения снимать, а наша просто техника, камеры и все остальное, дождь не выдержит. Также мы хотели обратиться к вам и получить обратную связь, что бы вы хотели увидеть в Санкт-Петербурге, продолжать нам дальше делать такую своеобразную изнанку Санкт-Петербурга, возможно, показать какие-то рынки, что не супер принято тем туристам посещать, там блошиный рынок, еще какой-то, какие-то скрытые места, или же показывать достаточно туристические места, так сказать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно узнать. И также относительно сегодняшнего ролика, если вы напишите какой-то комментарий, любой, желательно положительный, то нам тоже будет приятно. Относительно блюда, которое сегодня я съел, по 10-бальной шкале, наверное, будет все-таки 7. Обычные макароны, хоть и с креветками, но не вызывает это супер эмоций. Хоть сделали здорово, но там была петрушка. Скажите, хоть раз, хоть в одном блюде Юго-Восточной Азии у вас попадалась петрушка? У меня нет. То же самое могу сказать и про Машино блюдо. Вы скажете, что мы хотим от балийских блюд, но тем не менее хотелось чего-то больше. Поэтому 7 из 10. У меня, конечно, после этого блюда немножечко заболела поджелудочная. Гастритникам, конечно, нужно быть с ними осторожными, потому что сразу заметила, что там было очень много масла. Кстати, тайцы и балийцы не кладут так много масла, как здесь было. Это такое отличие. И вот самое забавное, что здесь у меня обострение гастрита бывает периодически, из-за того, что тут как бы распространен хлеб там, и так далее. И как бы жарит в большом количестве масла. Но, как ни странно, там даже вот эти вот жареные сосиски не вызывают у меня обострения. И это, конечно, удивительно. Не знаю, с чем это связано. Еще момент хочется сказать по поводу балийских блюд, что все-таки здесь не самый лучший именно выбор, потому что такая визитная карточка балийских блюд, это у них есть такой ореховый соус, и он просто безумно вкусный, как раз-таки в таком блюде, как наси кампур, запомните его, обязательно стоит попробовать, там как раз этот соус есть. Вы берете, там получается кампур, это что, типа этот соус посерединке стоит, и там различные добавки, там типа рыба, может быть и мясо, и какие-то шашлычки, и какие-то овощи. И все это можно макать в этот вкуснейший просто соус, безумно вкусный, вот на основе. Там есть арахис, там есть сахар, и там, конечно же, есть перец. И он такой вкусный получается, там такой и пряный одновременно, и сладкий, и не сильно прям сладкий, и еще одновременно, конечно же, острый. И это просто какой-то, не знаю, отвал башки. Очень странно, что таких блюд тут нет, потому что это прям визитная карточка и прям топчик. Самое интересное, что опять же наше блюдо не готовили балийцы, как и в предыдущем месте, не родоначальники этих блюд, поэтому, к сожалению, возможно, из-за этого мы не получили то, что хотели. Самое интересное, что могу отметить, именно в вьетнамской кухне, что в Сити-моле, что в галерее, стоят именно вьетнамцы. То есть почему-то именно вот вьетнамская кухня, у них родоначальники готовят. Если мы там побываем, то, конечно же, в следующее лето, когда мы приедем в Санкт-Петербург, мы уже попробуем и вьетнамскую кухню, и уже вам скажем, сходится или не сходится. На самом деле балийская кухня – это достаточно такая небольшое количество различных интересных блюд. Почему? Потому что у них изначально традиционно не распространено такой культуры еды, как это, например, есть в Таиланде. И люди, которые сейчас, возможно, со мной поспорят, то, что есть сейчас на Бали, вот это вот огромное разнообразие блюд, всякие там смузи-болы, там какие-то еще интересные вещи. Это все пришли европейцы и как бы совместно с балийцами, они уже вот эту кухню, собственно, и придумали. А именно традиционная балийская кухня, она как таковая достаточно скудная, не как тайская. Всем спасибо за просмотр видео. Если оно вам понравилось, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!